Большой привет всем зрителям, с вами Ктархонт, и сегодня мы сыграем, используя реактивные дивизии за Советский Союз. Что же это такое? Это у нас с вами улучшение моторизации вот через этот вот значочек, который в данном случае, так как мы играем за Советский Союз, открывает нам Катюши. И доступ как раз к моторизированной ракетной артиллерии. Достаточно интересный вид юнитов, который стоит сочетать с моторизацией, и он будет себя неплохо показывать. Этакий мобильный аналог артиллерии. Да, у нас есть моторизация с артиллерией, а это именно объединенное все в одно моторизированная ракетная арта. Первая проблема, она открывается нормально только в 1939 году. Можно, конечно, начать исследовать сейчас и потратить 2 года, но я не буду этим заниматься, откроем уже ближе к нормальному времени. И вторая проблема — это ресурсы. Много вольфрама, в том числе резина сюда нужна. Но благо мы с вами Советский Союз, базовый вольфрам у нас есть, а вот добавочный придется либо разрабатывать месторождение, либо закупаться. Как-никак, что резина, что вольфрам для нас слегка недоступны. И да, так как мы отыгрываем, используя только реактивные дивизии, то никаких вмешательств в Испанию, в Китай и стартовых левых захватов здесь не будет. Более того, я даже не знаю, сможем ли мы сходить с вами на Финляндию, ибо конфликт с ней как раз в 1939 году, а у нас с вами не будет нормальной армии к тому моменту. Точнее, армия будет, но не та, которой мы можем пользоваться. Поэтому нас ждет много чего интересного впереди. Сами мы играем на сержанте с работающим Айронменом. Ачивок, конечно, мы никаких здесь не возьмем, но просто, чтобы немного усложнить нашу партию. По самому пути мы пойдем по историческому, по ветке Сталина. И попытаемся с помощью реактивной артиллерии выжить против немцев и принести победу. Надеюсь, у нас с вами это выйдет. Если вас заинтересовала эта идея, то желаю вам приятного просмотра данного ролика. Усаживайтесь поудобнее и, надеюсь, насладитесь данным видео. А мы стартуем путь марксизма-ленинизма. Хочу побыстрее накопить политическую власть и уйти в частичную мобилизацию, дабы у нас было больше свободных фабрик и мы могли активно строить. А со старта запустил несколько инфраструктур. Можете посмотреть, в каких регионах, чтобы потом там разогнать стройку обычных заводов. Вы порой спрашиваете, как покупать новые игры, если сервисы не принимают оплаты из России? Да все просто. Есть игровая площадка DivMark. Там можно приобрести как игры для множества серверов и платформ, так и просто пополнить свой кошелек. Steam, Xbox, PlayStation, что угодно. Также можно пополнить баланс в Nintendo, Amazon и iTunes. Просто зайди в раздел «Карты пополнения». Еще есть игровая валюта, различный софт, вроде антивирусов, Windows, предзаказы, а главное — методы оплаты, действующие с территории РФ, от банковских карт до Киви. Недавно появилась возможность оплачивать картами МИР. Если же будут вопросы, то вам поможет поддержка, работающая 24/7. Так чего же вы ждете? Переходите по ссылке и радуйте себя новыми покупками. Апрель 36-го начинается сталинская паранойя, она никуда не девается, будем постепенненько с ней бороться, а переменно с этим улучшая нашу промку. Хоть армию-то я отправить и не могу, но вот авиацию покачать, пожалуйста, немножко в Испании поразвлекаемся. Наложил эмбарго на Италию по скрипту по решению, и мне за это дали достижение внутреннее. Неплохо. Итальянцы, конечно, обижены, но теперь весь мир основной на них накладывает эмбарго из-за того, что они развлекаются в Эфиопии. Притом, кстати, интересно, 8 октября 36-го, на исторический фокус, а Эфиопия до сих пор стоит. Ну и я решил в феврале 37-го начать уже исследовать Катюшу. Давайте ее откроем через годик с небольшим. А вот я и словил интересный ивент. Ворошилов выдвигает обвинения против Жукова. Ну, знаете, нечего было на Жукова наговаривать, Ворошилова больше нет. 9 мая 1938 года открываем себе Катюша, и через 16 дней у нас также заканчивается процесс паранойя, последняя чистка, и после этого сможем нормально задышать свободной грудью, начать уже активно производить Катюши, которые стоят, кстати, 12 молоточков, и внедрять их в наши шаблоны. Какой же будет шаблон, я вам в скором времени покажу. И вот он пока наш примерный шаблон для ракетной артиллерии. 5 моторизации, 4 самой моторизированной ракетной арты, в допках саперка, чтобы она смогла оборону более-менее держать.
Ну и моторизированная разведрота, чтобы мы потом могли идти в атаку, и у нас были бонусы к скорости. Дивизия хороша по скорости, но у нее очень низкая прочность, низкие показатели защиты, хороший, конечно, прорыв, и, понятное дело, нет брони, потому что здесь моторизация. В будущем, конечно, можем перейти на бронетранспортеры, это не нарушает цели нашего отыгрыша, используя ракетную артиллерию, так как ей все-таки нужна поддержка и прикрытие, даже с геймплейной точки зрения, именно моторизированная пехота, а потом и бронированная мотопехота будет выступать в этой роли. Ширина в 22, это нормально, но нам надо много горючего, нам надо много самой реактивной арты, так еще и грузовиков. Так что все наши производственные мощи сейчас будет пущены на то, чтобы постепенно все это оснастить и сделать такие дивизии. И зацените, как они красиво выглядят. Ох, красота! Наша элита! Правда, пока не оснащенная, но в скором времени все будет. И да, Жуков именно взял под свой контроль первые 22 дивизии ракетной арты. 30 октября 1938 года с Троцким разобрались, и у нас теперь 97% стабильности. Прекрасное дело. Хороший бонус от этого получаем, как на производство, так и на свободные фабрики. Ну и я обычно это не делал, но теперь я решил уйти полностью в третий пятилетний план, взять здесь бонусы на Кучук, потом на добычу нефти, уйти в модернизацию промышленности, прокачать свою промышленность по полной, а потом на оставшееся время уже улучшим авиацию и усилим свою армию. И да, одна вещь, которую я не сказал ранее, можно взять газ и получить скидку на исследование моторизированной ракетной арты в 50%. Вещь прикольная, но, как по мне, тратить на нее столько политики не особо имеет смысл, потому что и так исследуется нормально, вы по технологиям сильно не отстаете. Советам не нужно особо развивать свой флот, подзабить можно на танки, особенно когда ты играешь через моторизацию. Поэтому есть время на то, чтобы забить ячейку под исследование «Катюш». Через 6 дней у нас с вами стартует провокация на границах с Японией. Я привел сюда свои 6 реактивок, тот самый шаблон. Посмотрим, как он себя покажет. Он, конечно, не до конца оснащен, это проблема. Но смотрите-ка, 200 обороны позволяет нам держаться, притом... Да, дебафы, конечно, есть, но японская пехота разрывается, и да, наши войска показали себя на высоте. Есть небольшая победа, чисто реактивными дивизиями смогли здесь отбить японцев. 15 июня 1939 заключаем пакт Молотова-Риббентропа, пропускается претензия на Польшу, а мы с вами получаем возможность теперь надавить на Эстонию, Латвию и Литву. Ультиматум у нас открыто, ну и самое время идти, конечно, на Ленинград, но я сначала потребую Бессарабию. Немножко подождем, пока у нас тут подкачаются Катюши, улучшатся. У нас их, конечно, немало, но хочу подкопить побольше, чтобы по финнам прям так массированно вдарить. Притом меня так радует промышленность прибалтов, вы посмотрите на Эстонию. 31-36, 25. И единственная Литва с своей десяточкой сидит, но вот, конечно, Эстония и Латвия, это так вкусно. 24 августа 1939 Румыния отдает Бессарабию, немец идет на Польшу, а мы давим на Латвию. Я сейчас хочу один фокус на НКОП потратить. И, наверное, даже 2 фокуса, чтобы макс эффективность производства получить. А после этого пойдем на финнов, как раз ближе к 40-му году. И, наконец-то, в августе 39-го промка пересекла 200 единиц. Маловато, конечно, еще, но это в основном фабрики, которые сейчас скоро достроятся и уже пойдут военные заводы. Все это благодаря тому, что я инфу в некоторых регионах улучшал до 10 уровня, можете посмотреть, где она есть. Некоторых всего-навсего до 4, точнее, а там до 5, да. И их в основном и застраивал. То есть такая концентрированная застройка определенных территорий. Знаю, что можно намного лучше, но против ишки, я думаю, этого вполне себе хватит. Еще, кстати, одна особенность по поводу моторизированной арты. Вот эти вот улучшения на нее не влияют. То есть это увеличивает просто атаку от обычной арты. Чтобы у нас реактивка начала улучшаться, нам надо уйти вот сюда вот. И вот тут вот реактивная артиллерия в 41 году начинает получать бонусы по 15%. Они реально очень мощные, но... Это только 41 год, а до этого момента наша реактивная арта будет весьма слабенькой. Но благо нам только в 41 году и предстоит сразиться с немцами. 9 октября 1939 нам отдают Польшу, прекрасная новость, еще больше фабрик. Хотя и придется на гарнизоны потратиться, но что поделать, и да. Меня радует, как Литва получила Вильнюс, но это ненадолго. Сейчас накопим и отправим ультиматум.
Ну и вот, наша граница к 1 ноябрю 1939 года, 230 фабрик. Заканчиваем сейчас НК машиностроения и потом идем на финнов. Армия в 15 прорыв здесь под Жуковым, 15 дивизий и потом еще 12 от Рокоссовского будут оборонять у нас вот эту вот линию фронта от Мурманска и до Ленинграда и может быть тоже локально где-то атаковать. Просто когда немец, захвативший основные страны Европы, промка где-то 270, и мы с вами промка 240. Никого особо не захватывали, хорошо живем. Меня радует, что моя поддержка со старта, которая была, уже 53% здесь, 53 тут, 56 почти в Афганистане, но они до сих пор не ушли в коммунизм, и из-за этого, конечно же, не идут к нам в альянс. Жалко, было бы неплохо их все забрать к себе. А захват Ленинграда взят. Дожидаемся, пока финны, естественно, откажутся от этого дела, ибо если они согласятся, это будет даже очень удивительно. Ну а сами берем ячейку исследований, про которую я немного подзабыл, и скоро заценим, как наша реактивка будет разбираться с финнами. Финны принимают наши требования? Да, я реально думал, что они станут сопротивляться, но ладно. Мы получаем Карелию и даже Салу нам не отдают. Ладно, таков путь. Мирно получили земли, не смогли опробовать свою реактивку. Я даже немного опечален. Хотел проверить хоть как она участвует в бою, но, видимо, не судьба. Не часто я этот ивент на самом деле вижу, но вот финны принимают требования советов, теперь можем сосредоточиться на других задачах. Да, вот теперь даже вопрос, зачем я тратил 70 дней на этот фокус? Я надеялся, что дадут всех финнов забрать, но... не повезло. У меня, кстати, немного замедлена стройка, у вас будет побольше. Связано это с тем, что я коллабу в Германии делаю, уже 3-й уровень. По 15, по 16 вроде бы 1-й, 2-й, а этот уже 31 фабрику занимает. Естественно, столько фабрик у нас сейчас занято, но ничего не поделаешь, все ради великого дела. А ради коллаба в Германии, которая уже сделана на 60%, к сожалению, мне ни разу не повезло на 45%. Еще один уровень добьем, и будет достаточно, чтобы потом новый режим прописать. Ну да, конечно же, мне зато вот на последнем этапе 45 выпало. Вот, спасибо, спасибо, спасибо. В общем-то, с немцами 100% сотрудничество, это хороший бонус. А дает уровень капитуляции уменьшает. Притом у нас шпионы лучше действуют, мы больше знаем о Германии, и ее промышленность, конечно, мое почтение. Теперь они нас опережают, здесь не поспоришь. У них огромная армия, в то время как у нас только к миллиону приближается, но зато это все элита, все Катюши. Вот оно, оружие Сталина, которое скоро остановит немцев. Май 41-го немец начинает оправдывать на нас цель войны. Что мы имеем пока по границам? Здесь армия и здесь 4 армии. Еще одна готовится. Скоро будет готова, выпустим сюда. Добавок по укрепам. Я наставил здесь вторые уровни, чтобы нам чуть-чуть было полегче. Ну а по производству все неплохо. Как раз пополним за оставшееся время все, что нам нужно. И будем готовиться к великой битве. Надеюсь, сможем удержать границы. 15 июня 41-го, минус пакт Молотова-Риббентропа, ну ничего не поделаешь, поживем. Ух, ну, моторизированная у нас почти подошла, грузовиков тоже в запасе есть. Конечно, от авиации те еще вопросы, ее почти нет, лишь небольшое количество на Польшу будет. Этого явно мало, но что имеем? Как-никак, реактивка и грузовики по сотне заводов в итоге выкинули на них очень много. Ну а так у нас промков 350 на июнь 41-го. Конечно, уступаем немцам, но тоже неплохо. Все, 10 июля 1941 года, третья пятилетка сорвана. Начинается атака со стороны немцев. У нас с вами 209 фабрик, 137 военных заводов, в армии почти 1,5 миллиона солдат. По производству как раз моторизированная реактивная арта накопилась на нужное количество. Все остальные ресурсы тоже в достатке, притом я так и не поиспользовал ни улучшенные средние, ни буксированную арту, ни улучшенную просто артиллерию. Дело в том, что шаблон остался точно таким же, но на будущее я хочу себе среднюю огнеметную роту сюда, поддержку арты закинуть и может быть еще РЗСО закинем, чтобы у нас вообще была такая атака, что никто даже рядом не стоял. По поводу же доктрины я решил взять, раз мы от обороны играем, и укрепить крупномасштабное планирование. Мы здесь окопались. Получили хорошие бонусы на защиту, в том числе на организацию, что нам реально необходимо. Ну и вы видите, 600 оборона. Давайте, кстати, авиацию выводить. Пора бы уже ей начать действовать. Сразу же на активное противодействие врагу. Ну и надеюсь, что у нас тут будут шансы выстоять. Наши Катюши, смотрите-ка, как активно стреляют по врагам. Залпы, 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 залпы. Держимся пока.
Но, конечно, атака хорошая, тут не поспоришь. Но окапывание вот под 80% атаки, если бы не оно, было бы намного сложнее. И, кстати, вот здесь вот, да, рискованное. Ну да, здесь очень слабый фронт. Здесь потому что не так уж и много мне удалось Катюш выделить, но, надеюсь, мы сможем сдержать. Но немец продолжает атаку за атакой вести на нас. 8000 солдат уже потеряли, в то время как немец уже 160 умудрился потерять. И Румыния уже 10, серьезно. Вот это они быстро. Что-то как-то они, наверное, не рассчитывали, да, что Барбаросса пойдет вот так вот. Конечно, по авиации все не очень радужно. Мы очень много авиации теряем, но пока против врага держимся. Будем брать отчаянные меры, ну тут иначе никак не назовешь. Отчаянные меры, отчаянная оборона. Такая, что ух, как же мы держимся, да? Жалко, конечно, но целый год нам придется подождать, прежде чем мы сможем раскачать свою армию, бонусы получить. Но мы никуда не торопимся, будем обороняться. И, как говорится, ни шагу назад. Прям со старта, ни шагу назад. Притом, смотрите, как вот здесь вот вообще на мои 6 дивизий просто 4 и 26, 30 вражеских дивизий атакуют 6 моих. Но передумали. Не-не-не-не-не-не-не. Моя система залпового огня вас остановит. Даже не надейтесь. Даже не надейтесь. Вы посмотрите сюда, что они творят. Они такую армаду свели, пытаясь меня пробить, что просто истощаются. А здесь, между прочим, я могу и в контратаку пойти. И, кажется, моего агента только что победили. Ладно. Ничего не поделаешь. И посмотрите-ка, да? 500, 400 атака. Вы посмотрите просто, как мы разорвали. Да, это немцы. Ну, что-то как-то не очень похоже. А давайте попробуем. Я, конечно, понимаю, что это рискованно, но давайте вдарим. Жахнем. Немножечко. Ох, ох, какая красота. Вы посмотрите на это дело. Просто в августе 41-го наши войска взяли Кёнигсберг. На автоплане, если что, без всяких ручных управлений, с помощью которых можно реально котлы сделать. И посмотрите на это. Здесь, конечно, наши страдают, вопросов нет. Но вот здесь вот Кёнигсберг, Данциг, мы сейчас все это отберем. И до Варшавы даже, наверное, дойдем. Вау. Неплохой такой ударчик, но я думаю, пора уже останавливать, потому что пошли большие потери. Сейчас возьмем здесь, наверное, последнюю территорию, вот эту вот. И качество, а не количество. О, преимущество соотношения потерь. Заставив потерять противника не менее миллиона. Подумайте, 25 августа 41-го противник уже потерял больше миллиона. Мы 100 тысяч. Притом с учетом того, что мы сейчас атаковали, и по большей части это именно из-за этого. Ладно, давайте чуть остановимся. Хотя, посмотрите сюда, что они тут сотворили. Они... Ладно, пожалуй, продолжим немножко прорываться. Такое уж дело, что надо. Здесь есть возможность. Сейчас немножко опять отдохнем и тоже в атаку пойдем. Притом меня радует вот здесь вот возможность сделать котел. Автоплан. 30 августа 41-го. Это еще учитывайте, что у немцев есть еще бонусы против нас в 10,5%, а мы даже с ними атакуем. Вот это Катюши, вот это мощь. Притом он сейчас начинает еще контратаку. Я не зря, кстати, свою остановил, потому что у меня мод арты прям вот чуть-чуть осталось. Не стоило так рисковать, надо аккуратнее себя вести. Давайте сейчас здесь поддержим. У них окапывание как раз ушло, и мы чуть-чуть похоже себя сейчас чувствуем, но не проблема. Все равно удержимся. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Я в это верю. Я в это верю. Не хочется сдавать свои территории. Ну, я думаю, мы их и не сдадим. Все нормально. Есть, конечно, места, где вроде как он что-то может, но... Мы сейчас, наоборот, его контратакуем, посмотри. Да, мы его в итоге в ответочку, наоборот, сейчас заберем. Какая же красота. Давайте здесь попридержим тоже армию. Он танками нас пытается пробивать, это неудивительно. Танками он может все-таки как-никак здесь сделать красоту. На то это и танки. Но мы все равно сдержим его натиск. Наша Катюша вовсю активно стреляет по врагу. Ну и все, запасы опять пополняются. Я думаю, подкопим несколько тысяч и еще одну атаку проведем. У немцев уже организация мало, притом они умудрились уже миллион чисто немцы против нас слить. Я приятно удивлен данным шаблоном. Какая же это красота. Я его еще не улучшил, а он себя показывает лучше некуда.
Отстрелялась, наконец-таки, моя арта здесь. Ух, молодец, выдержала атаку, я в тебе не сомневался. И А немец, походу, пока Барбаросса действует, пытается хоть вернуть свои земли, да? Жалко мне, наверное, его, жалко. Но ничего не поделаешь. Такова судьба. Тебе придется страдать. Ни одной территории не забрал. Более того, потерял. История как-то пошла немножко не так. Делаю тут небольшую такую, знаешь ли, прогулочку. Не знаю, что из этого выйдет, но давайте попытаемся. Хочется сделать красивый котел. Он, конечно, не пускает. Я осознаю, почему он не пускает. Ему явно не хочется здесь видеть котел. Но он все равно будет. Хочет он того или нет. Да, будет? Будет. Правда, у меня вопрос. Может быть, 2 хотя бы арты останутся в обороне? Все. Октябрь 41-го. Котел дивизии на 30. Чисто так, знаешь, по красоте. Ну и давайте не дожидаться, пока они там погибнут окончательно, а прям сразу же въезжаем. Просто расстреливаем врага. Сейчас закроем котел, кстати, заценим потери. Бамс. У немцев 2 миллиона потерь в октябре 41-го, 280 дивизий. Да, ну что, я предлагаю. За родину, мать. И вперед. Давайте пробьемся дальше. Ух, они все так радужно. Наш с одной территории выбили, прикиньте. Вау, вау. Но она, правда, не наша национальная, поэтому это как бы не идет в так называемый счет того, что мы потеряли. Но все равно, знаете ли, неприятно. Неприятно. Все-таки смогли одну территорию забрать. Ух. Ну а здесь мы дошли до... О, да, Варшава освободилась. Отлично. Хотел сказать по реке, нас задержали, но нет. Мы смогли пробиться дальше. А здесь все хорошо. Я единственное думаю, что мы с вами чуть-чуть изменим линию фронта. Уберем отсюда наши машиночки, чтобы они не бились в горы. А то что-то как-то в горы, конечно, пробить сложновато. Ну а здесь... Ух. Знаете, что предлагаю? Вот так вот сделать. А что, мы можем? Мы можем. Почему бы и нет? Давайте вовнутрь. Самое прикольное, что у нас нефти на 30 дней. Как бы это ни было странно, но у нас нефти немножко не хватает. О, котел какой-то только что был сделан. Здесь еще вперед залетаем. Адаптирующая армия. Давайте культ личности Сталина возьмем. Ну а почему бы и нет? Пусть будет. И он прям нам не дает. Да, ну ладно, так уж и быть. Давай залетим отсюда. Раз он противится нашему продвижению и каким-то образом, кстати, умудряется сдержать нашу арту, но мы все равно идем вперед, несмотря на все его попытки. О, еще один котел, здесь еще котел, здесь котел, здесь. О, да, о, кстати, вот здесь вот пробил, молодец. Молодец все-таки. Давайте-ка не такой агрессивный план теперь выставлять. А то я чую... А, нет, у нас все в запасах. Ну а тогда какая проблема? Не вижу проблем, давайте тогда закроем все вот это вот дело. И, надеюсь, успею... А, не успел. Ну, хотя это не страшно, это все равно котел. Заберем сейчас Гдыню и заценим после этого потери немцев. Сколько, интересно, они там потеряли? А за все это прекрасное время. Ну и давайте окончательно здесь прикроем. Данциг будет наш. А тут немножко, кстати, опасно. Они смогли зайти вовнутрь, забрать территории под Львовом. И зачем-то они идут вперед здесь. Не знаю зачем. Но они в итоге попали в котел, решили выйти из Штеттина, а в итоге что-то у них, по-моему, не пошло. Наоборот, мы сейчас их в ответный котел даже возьмем. Да, хорошо, минус танки, минус пехота, и я сама неизбежность. Я не ожидал, что нам ее сейчас дадут, но мы ее взяли, и давайте уже к Берлину. Если я не ошибаюсь, то да, у немцев осталось не так уж и много. Мы, конечно, 300 тысяч уже понесли, но и немцы 2,5. Самое прикольное, что вот здесь вот у него уже нет дивизии, здесь он кое-как держится, дошли до Берлина, хотя дивизии у него еще достатки, то есть будет держаться и... О, реактивная арта, смотрите-ка. 27 ноября 41 года, Берлин под нашим контролем. Что может быть веселее, чем взять Берлин? Да, 28 ноября 41 весь мир узнал, что Берлин наш. Так вот, знаете ли, внезначай... Немец за несколько месяцев потерял свою столицу. Это реальный блицкриг. Только, правда, немного от другой стороны. Не от того, от кого ждали. И у немцев остается еще 16%. Я здесь уже давайте сделаю, наверное, змейки, чтобы побыстрее пробраться к победным территориям. Ибо зачем нам задерживать это противостояние, когда наша моторизация, когда наша реактивка просто вылетает, и посмотрите, какая
красота, 10%. Ну давай, давай. Не дает нам Гамбург никак. Надеюсь, что все-таки сможем его взять. Здесь до Франкфурта уже добрались. Ну и это, я думаю, будет победа. Да, производство — это сила. Построить определенное количество новых гражданских и военных фабрик. Ладно. Меня больше радует, что он до сих пор все войска держит почти вот здесь вот. Посмотрите. Какой здесь мощный кулак. Но вот есть одна небольшая проблема у него. 50-50. Все. Давайте в Бремен. Гамбург он до сих пор мне не отдал. Прям уверенно его держит до последнего. Но все. 7 декабря 41 года. Минус Германия. Как вам? Хорошее дело, да? Создаем сразу же коллабу здесь. Жалко, конечно, что выделил из Польши, но с этим ничего не поделаешь. Ну и теперь давайте. Пойдем разберемся с Италией, пойдем разберемся с Болгарией и закончим это противостояние. Культ личности Сталина как раз закончился к тому моменту, как мы уже дошли до границ итальянцев. Ну и так уж и быть. Продолжатель дела Ленина. Хотел бы сказать я, но давайте НКВД, пусть будет. А в это время мои машинки залетают. Немножко, конечно, так знаешь, не уверенно, боятся чего-то. Но меня радует, что Франция, Бельгия, Нидерланды такие: декабрь 41-го, мы уже освобождены, что-то явно пошло не так. И минус Словакия, погнали вперед. Нас здесь пытаются сдерживать, у нас проблемы небольшие со снабжением, так как узлы еще банально не активировались. Но сейчас они активируются, и все пойдет намного проще. Как видите, все-таки наша реактивка неплохо атакует. Идем вперед. Ну и давайте, давайте. Ну что вы стоите? Не бойтесь, идите вперед. Все ради победы. И Муссолини, кстати, смещают с должности уже. 24 декабря 41 и Муссолини тоже минус. Сейчас, получается, должна восстать Италия, которая на нашу сторону перейдет. Если я не ошибаюсь. Надеюсь, что так и будет. Это будет очень хорошей новостью. Здесь, кстати, высадка от страны Сибола. Ну и Новый год. Наступает 42-й. А мы уже с вами забираем Турин и выдвигаемся к Риму. А здесь побеждаем в Будапеште. Скоро заберем Печь. И минус Венгрия будет. Да, Италия объявляет войну Италии. Отлично. Это наш вассал. Здесь же наши дивизии теперь могут спокойно вырываться. Погнали. Ну и я также начал атаку на Румынию, потому что нам нужна Болгария. И нефти, конечно, прям чуть-чуть. Скоро будет нехватка, но я думаю, если что, закупимся. Или на всякий случай можно авиацию отменить. Да, давайте отменим всю авиацию. Так, чуть-чуть подольше продержимся. Даже вроде как нефть пошла в запасы. 17 января 42 минус Румыния. Ну, мы так, знаешь, невзначай машинками чуть-чуть вовнутрь проехали. Они, наверное, этого не ждали, но уже ничего не поделаешь. И давайте эти машинки тоже врубим в бой. А то что, они стоят без дела, ожидают. Пора и Венгрию добить со всех направлений. Вперед, вперед, вперед к победе. Я так думаю, успеем ли мы, интересно, до весны 42-го? Вот в чем мой вопрос. У Италии остается 3%. Скорее всего, нет. Хотя, может быть, наши машинки волшебным образом себя покажут, и мы успеем сейчас добежать до Палермо. Здесь, кстати... вот здесь победную территорию немец держит. Давайте ее тоже отвоим. Все, мы в Палермо, смотрите-ка. Серьезно? Какая же это красота. Все. Отправить в армию более 5000 машин снабжения. Грузовик пройдет где угодно. Ну и нам остается добить Болгарию. Отличная новость. Давайте это доделаем. Притом, посмотрите, наше наступление. Он просто пытается какую-то там оборону делать, еще что-то. А мы идем. Идем и идем. Новые и новые территории переходят под наш контроль. Взяли Софию. Подожди-ка. Пытается у нас ее отобрать. Не дадим это сделать. И вопрос, скоро там капитуляция или нет. Все. Это победа. Давайте помиримся. Притом здесь так интересно, что вклад в 1200 у нас и в 600 у британцев, и как бы все. Больше никого с вкладом даже нет. Интересный расклад мира. Ну уж простите, я пытался сделать красиво, но британцы, как всегда, у них все-таки очки были. Давайте заценим. 28 января 42 года. Победа Советского Союза над Германией. Это у нас все на Iron Man с работающими ачивками.
И посмотрите, какая красота. У нас тут осталась Великая Венгрия, здесь Трансильвания, вассал британцев, здесь британцы влезли, Югославия и Албания. И вот здесь вот они тоже смогли забрать себе одну территорию. Но, к счастью, все остальное под контролем нашего с вами альянса. Посмотрите сюда, январь 42-го и Коминтерн. На всю Центральную Европу, в Балканах неплохо мы закрепились. И самое классное, знаете что? У нас даже отчаянные меры еще не прошли. Они еще будут до 28 августа 42-го, то есть еще 7 месяцев, а мы с вами уже победили. И никаких особых уроков войны мы уже отсюда не вытащим. Вот такой вот в итоге интересный ролик. Попробуйте сами поиграть реактивкой, весьма интересно и весело. Очень быстро и легко в итоге вышло. У нас до сих пор склады, кстати, хорошие. У нас и в запасах и реактивка осталась, и грузовики. То есть можно дальше проехаться вполне себе по Европе. Сейчас самый идеальный расклад, потому что у них, конечно, откуда-то взялась армия, но это даже не ровня армия оси, которую мы только что разгромили. Вот так вот ось, которая несколько лет была грозой всей Европы, пала где-то за полгода. Просто советы решили испытать новое вооружение в лице Катюш. Если вам ролик зашел, то поддержите своим лайком и комментом, а также предлагайте подобные идеи, а я же постараюсь для вас их воплотить. Если захотите продолжить, то я данный сейф оставлю в описании, сможете его скачать на Google диске, поставить и сами продолжить данную кампанию. Мало ли кому-то это захочется. Но я надолго не прощаюсь. Встретимся в следующих роликах.